Очередная посылка с Алиэкспресс, магазин J Craftsman, дверной видеозвонок, Wi-Fi видеозвонок со встроенными аккумуляторами, модель его видео Doorbell, модель Bell J10, питание 5 вольт 1 ампер, интересное устройство. Не всем подойдет, но есть также люди, которые покупают такие устройства, устанавливают, и отлично они, в общем-то, справляются и работают. Инструкция на английском, но тут все понятно большими буквами, с большими картинками. Все можно разобраться. Что интересно, это линейка тех устройств, которые будут подключаться к приложению JC-Link, которое J Craftsman разработала, сделала для своих устройств. На прошлом видео я вам показывал камеру видеонаблюдения со встроенными аккумуляторами и солнечной панелью. Wi-Fi камера, JC-Link приложение. Здесь также к JC-Link этот дверной звонок будет подключаться. То есть у вас в одном приложении будет два устройства. Например, та камера из прошлого видео и этот дверной звонок. Подозрение было, с какого приложения они скопировали свое приложение. Cloud Edge. Кто пользовался, можно это устройство установить на Cloud Edge, кто пользуется этим приложением. Вот я не помню, русифицировано оно или нет, напишите в комментариях. Но также вот JC-Link, уже выбирай, что тебе нравится. Например, проблемы с тем приложением, можно будет подключить, переподключить это устройство в это приложение. Или там не приходят уведомления, или еще какие-то моменты. Инструкция полностью, вплоть до того, расписано у вас, за что отвечает светодиод информационный, в каких режимах работает и что означает его мигание. Красное свечение, красное мигание, медленное красное мигание, быстрое. Все здесь есть в этой инструкции. Вот такое вот устройство. Солидно, прикольно выглядит. Это все пластик, но пластик мощный. Пытался я даже вскрыть корпус, но как бы смотрю, что без повреждений, нет у меня такого инструмента, чтобы аккуратно это все вскрыть. Не хочу я нарушать целостность, вот это все красоту, потому что этот видеозвонок после видеообзора продаю тебе в Украине по цене Алиэкспресс. Кому интересно, заходи в Telegram, спишемся с тобой в личку. Современно смотрится, J Craftsman прописано, также на наклейке написано, что удержанием 3 секунды включаем питание кнопки, удержанием 5 секунд выключаем питание. Здесь под заглушками силиконово-резиновыми получаем, герметично закрывается. Кнопка сброса к заводским установкам и разъем питания 5 вольт. Подключаешь свой блок питания, заряжаешь встроенный аккумулятор по типу 18650 и, судя по весу, здесь две банки по 18650 литиевые внутри установлены. Полностью есть плата контроля, зарядки и разрядки аккумулятора. То есть устанавливаешь, заряжаешь, потом выносишь на улицу, устанавливаешь устройство, работает от аккумулятора. Время работы от аккумулятора также зависит от многих факторов. Как я вам уже и говорил на прошлом видео, от погодных условий, температуры, где будет установлен звонок, и от сработки. От работы, от времени работы данного дверного звонка. Слот для карты памяти до 128 гигабайт поддерживает. Нарисована отметка, как нужно устанавливать карту памяти до защелкивания. Установлю на 64. Утапливаем, защелкиваем. Принцип устройства этого видеозвонка примерно такой же, как у камеры прошлой, которая имеет инфракрасный датчик движения, также имеет и видеозвонок. Этот вот инфракрасный датчик движения он имеет. И также он имеет вызывную кнопку на своей панели. То есть две активации может происходить, даже 3 режима активации. По инфракрасному теплу проходит мимо человек. Или же предметы, которые выделяют инфракрасное тепло, автомобиль проезжает, датчик активируется, камера включается, присылается вам уведомление на смартфон, ты заходишь, смотришь. Вторая активация, подошел человек и звонит, тебе приходит уведомление, активируется камера, ты видишь со смартфона, что происходит, общаешься, открываешь калитку, записывается все это на карту памяти, соответственно. Третья активация — это ты просто видеозвонок в режиме сна, в режиме экономии аккумулятора.
Ты заходишь со смартфона, и автоматически происходит активация. Видеозвонок включается. Там уже по мере настройки, как ты настроил запись на карту памяти, включается запись, пишется. Вот такая вот кнопка. То есть не кнопка, а звонок, динамик помещения. Устройство стоит на улице или за дверью твоей квартиры. А вот это вот сам динамик у тебя в доме. Лежит на столе, в коридоре, прикреплен к стене на скотч. Что ты хочешь, как ты хочешь. То есть в зоне действия, скорее всего, по 433 мегагерца все это работает. Нажимается кнопка, звонит звонок. Дальше посмотрим. У него питание 3 батарейки по типу 3А. Устанавливаешь, я думаю, хватит их на очень долгое время. Еще в комплекте, соответственно, может идти карта памяти, если ты закажешь в комплекте. И комплект будет дороже на цену карты памяти. Предупреждение какое-то прописано. Скотч двухсторонний для установки кронштейна. Вот так вот все готово. Можешь на скотч, можешь на сверление все это устанавливать. Кабель для зарядки USB-A, USB-C. Или же можешь использовать свой домашний кабель, если есть. Крепежный элемент и ключ-отвертка. Звездочка. Для чего? Винт. Откручиваем. Просто можно отпустить, приотпустить. И здесь вот такая идет регулировка. Видите, зубцы такие. То есть получается регулировка. Здесь также кронштейн входит в паз. И мы можем перенаправлять устройство. В инструкции есть даже таблица с определенными углами, под которыми может кронштейн регулироваться. Можешь все это зайти посмотреть. Кронштейн съемный, и что удобно, фиксация есть. Винт не теряется. Кронштейн снял, засверлил, установил. И приходишь звонок, набросил и зафиксировал снизу. Даже можно сильно не фиксировать, ну вот, без фанатизма. И очень хорошая фиксация, потому что видели вы, какие зубцы фиксируют это все. Нужно повернуть, отпустил, повернул. Нужно снять. Взял его домой, забрал, установил на зарядку. Устанавливаю батарейки питания. Использовать можно с этим устройством, его можно без этого устройства использовать. Если не нужно, ты просто этот динамик не используешь. Можно аккумуляторы использовать. Сейчас посмотрим, кстати, у аккумуляторов напряжение поменьше будет, но я думаю, что должны работать. Индикаторный светодиод есть. Дальше посмотрим. Да, играют мелодии. 4 мелодии. Вот это, наверное, самая громкая будет. И при этом также мигает светодиод. То есть людям с ограниченными возможностями, которые, если вдруг не слышат звук, то будут видеть в случае чего. Ну, не яркое мигание, но оно есть. Звук также можно регулировать, можно убрать полностью громкость и просто ориентироваться по световому сигналу. Кнопка настроек также есть. Вот так вот без наклейки. Классно. Ну, круто смотрится. Приложение JC Link устанавливай. Или Cloud Age. Пробуй или то. Список устройств. Вот камера прошлая. Сейчас она отключена. Нажимаем и удерживаем кнопку, как написано. Все, щелкнул. И уже активировалось вот это устройство, то есть они изначально привязаны. Можно отвязывать, можно другое привязать. По 433 мегагерца, я так понял, это все работает. Уже в режиме добавления, мигающий, жму плюс, добавить устройство. Умный, что тут у нас? Умный дверной звонок, наверное. Беспроводной Wi-Fi плюс battery. Ну, все то же самое. Включите устройство. Если нужно сброс, нужно сделать. Можно напрямую подключаться к звонку. Вот видите, нашел смартфон его в устройствах Wi-Fi. То есть можешь заходить на него без посредников, без роутера. Если нужно, там на расстоянии работы Wi-Fi, там 10 метров, без помех, может больше. Короче, подключался он так же, как и прошлая камера. Зашел я не на видео, не на дверной звонок. Вот видите, уже в синем режиме. Синий режим говорит, что устройство подключено.
именно светящийся синий. Вот по статусам здесь ты можешь посмотреть. Если мигает синий, это говорит о том, что медленно мигает. На звонок зашли в прямом эфире кто-то. Если быстро мигает синий, то обновление прошивки. Если горит красным, то с девайсом что-то не то, то есть ошибка. Если медленно мигает красный, это подключение. Вот именно режим подключения как был. А быстро мигающий красный, это устройство подключается Wi-Fi, то есть ищет Wi-Fi. Это тогда, когда оно уже подключено было, но ты его включил, выключил, а Wi-Fi нету, и он его ищет и быстро мигает. Вот моя камера, все, подключил. Выберите семью, да. Продукт должен установить двери. Все-таки определило приложение, что это звонок, и показывает нам инструкцию, в случае чего, как его устанавливать. Диагностика сети. То же самое есть и очень полезно также для этого устройства. Диагностика сети. То есть вместе установки дверного звонка ты можешь с помощью приложения вот проверить качество сигнала Wi-Fi, какое будет. Вот сейчас продиагностировал, а так как у меня устройство рядом, то понятно, что уровень высокий. Очень полезная функция. И вот две камеры сейчас у меня. Видеозвонок и уличная камера Wi-Fi на солнечной панели. Захожу на устройство, звук выключу. Сразу вы слышите звук, хороший звук. Это немаловажно в этих видеозвонках, что звук, микрофон хороший должен быть, чтобы ты общался с человеком удаленно. То есть ты понимаешь, что у тебя это устройство стоит перед дверью, кто-то приходит, вызывает тебя. В другом городе находишься или в другой стране, и через интернет с человеком общаешься, тот, который к тебе пришел. Также все, аккумулятор, качество сигнала Wi-Fi, битрейт автоматически или в HD качестве поставить, или в SD в легком. 2-мегапиксельный вариант, но для видеозвонка больше разрешения и не нужно. Что главное в нем, что здесь установлен широкоугольный объектив, и это очень важно. Захватывать лестничную площадку, территорию перед домом будет очень широко и очень классно. 120 градусов заявлено. И я вижу просто сейчас вот, что захват просто сумасшедший у этого устройства. Поставлю его сейчас на зарядку перед тем, как вынести и установить на место. 5-вольтовый 2-амперный блок питания использую. Можешь 1-амперный использовать. И там рекомендовано на 8-10 часов типа поставить, до полной зарядки, но он по индикации даже покажет тебе, что он заряжен. Включаю в разъем. Индикация у нас, и здесь есть индикация, вот красная. Не, здесь индикация чисто вызывная, а вот здесь красным горит. А когда зарядится полностью, то будет синий индикатор. На смартфоне в приложении также индикация показана, что устройство заряжается. И, кстати, если в месте установки этого видеозвонка у тебя солнце, например, калитка, там вход под открытым небом, то ты можешь докупить вот такой вот корпус, по бокам у которого домик такой, по бокам солнечные панели. То есть это будет такой навес, защита над устройством от осадков, и плюс размещены солнечные панели. Подключаешь коротеньким кабелем, и у тебя, когда солнечный день, устройство будет заряжаться. Первым, что нужно сделать, зайти в управление записью в настройках устройства в приложении и отформатировать карту памяти. Тебе сразу будет предложено отформатировать. Та камера просила, и этот видеозвонок, то есть форматирование карт памяти обязательно именно в устройстве. И тут включатель, переключатель записи есть, видно, что запись событий стоит, то есть по тревоге будет записываться. Объем неизвестно, управление записью. Заходим, устройство, управление записью, и здесь по карте памяти объем есть, показан, все отлично. По управлению батареями также здесь ты можешь посмотреть, в каком состоянии, что сейчас заряжается. И статистика также есть. По просыпаниям, по количеству тревоги, по времени в онлайн просмотра, количество обнаруженных целей. Здесь у тебя все будет по дням, по графику, по прошлым неделям. Все будет здесь графики делаться. Вот в онлайн просмотр вернулся я. Звонок активировался. Сейчас выхожу из приложения, закрываю просмотр. Через несколько секунд
уходит в сон, ушел в сон. И теперь давайте посмотрим, как работает это все. Выключил Wi-Fi, включил мобильный интернет. Сымитируем тот момент, когда просто я ушел, забрал с собой смартфон, уехал, и кто-то приходит. Просыпается. Есть, и приходит уведомление. И заметьте, какое приложение присылает мне уведомление. Приложение CloudEdge. Почему? Потому что JC-Link приложение не присылает. Я думал, какая-то проблема в прошлой камере. Там также по тревоге не приходили уведомления. Проблема именно с JC-Link. Я им напишу, конечно, пускай допиливают. А вот CloudEdge работает отлично. Срок действия истек, ну то есть понятно. То же самое, все то же самое. Даже в некоторых моментах CloudEdge получше. Добавление, все то же самое. Кстати, добавление я делал именно этого устройства, вот через этот QR-код на наклейке. Плюс добавить устройство и... плюс и сканировать код. Откроется камера приложения, просканируешь и дальше по инструкции вводишь также пароль Wi-Fi роутера. То есть вообще вопросов никаких нету. Определяется, что это дверной звонок. Приложением все нормально. Именно оригинал CloudEdge работает по настройкам. Вот, все то же самое, веб-интерфейс. По настройкам даже немного вот лучше. Смотри, получаешь ты вверху такие быструю информацию. Количество заряда, то есть идет зарядка, скорее всего, в процентах будет, когда зарядится. Мощность сигнала Wi-Fi, часовой пояс. Можешь кликнуть там, и внутренний IP-адрес будет устройства. Именно по вот этой табличке кликни, посмотришь, там версия прошивки. Получение уведомлений включено. И в JC-Link также получение уведомлений включено, но уведомления не приходят. Именно баг и их приложение. Управление сигнализациями. Заходишь, и здесь сразу же датчик движения активируешь. И есть функция интеллектуальной настройки яркости инфракрасных светодиодов, но чтобы не было засвеченного лица. Постараюсь ночью вам это показать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Выключаюсь. Поделиться устройством и все остальное также вот здесь русифицировано. Интеллектуальный анализ все то же самое. Управление батареями, статистика. Все то же самое. Так, сработал дистанционный звонок. Установил, сработал. Приложение сработало так. Раз, два, три, четыре. Как меня слышно? Меня хорошо слышно, да? Ну так, не дуже громко. Ну, шум на улице, и тем более я далеко от смартфона. Сейчас слышно нормально. Раз, два, три. Хорошая картинка, как видите. Звук можно включить-выключить. Что тут еще? Какие моменты? Ну, все, звук отключить, то, что я вам говорил. То есть, приходит посетитель, ты видишь в хорошем качестве. Можно включить-выключить. Что тут еще? Какие моменты? Ну, все, звук отключить, то, что я вам говорил. То есть, приходит посетитель, ты видишь в хорошем качестве, его переговариваешься с ним. Уходит посетитель еще какое-то время в онлайне, пока не отбил. То есть, ты можешь это все видеть. Отбил. Все, звонок переходит опять в режим сна. И запись эта вся сохранилась на карте памяти. Но если облако активируешь, также и в облако будут твои вот эти моменты записываться. Очень порадовало расстояние работы. У меня через перестенок, через железные ворота на расстоянии, наверное, метров 10-15 установлен видеозвонок от вот этого вот устройства. Что здесь добавилось? Оригинальный звук. И именно меняешь тембр голоса при разговоре. Оригинальный клоун и дядя. Вот. Также вот такой значок здесь добавился именно на видеозвонке, на переговорном устройстве. Облачный сервис Alexa и Google Home также поддерживает. Зашел на карту памяти. Смотрите.
воспроизведение, то есть запись пошла именно с нажатия кнопки и даже звук записался. Приходят уведомления на смартфон и с фото, видите, и также на Apple Watch, на часы также приходят с фото. Все на часах. Так, пропущенный, вот у вас гость, это пропущенные вызовы, нажимаю, срок действия истек, понятно. Ну, блин, классно, приложение радует. И очень светочувствительная матрица установлена. Смотрите, минимальное освещение. А в цвете звонок показывает. В цвете и очень таки классно. В HD качестве. 2 мегапикселя реальных здесь есть. При 15 кадрах в секунду. Можно приближать. Суперово. Датчик движения чувствительный, где-то на вот в той чувствительности, какая стояла по заводу, где-то метров 12, 10-12 он точно срабатывает. Больше увеличишь чувствительность, на большее расстояние будет срабатывать, но даже и не нужно. Проезжает авто, вот по дороге авто или люди ходят, ловит сразу, активируется, присылает уведомления с фотографией, и там предмет на фото виден, на кого отреагировало. То есть даже если кто-то подходит, крутится возле дверей, возле калитки, тебя оповестит звонок, даже когда человек еще не нажал его, а именно по движению, также это срабатывает. Ну, очень классная штука, очень таки радует. В истории, да, зайдем давайте в истории, по тревоге, раз, кликаешь, выбираешь, что нужно по тревоге. Ну вот последнее, вот я ходил. Видите, как отрабатывает подсветка. То есть лицо не засвечено. В ИК режиме она была, камера. Лицо не засвеченное. Так, сейчас я, видать, нажимаю, да? Да, вызов. Нажимаю. Должно слышно вам, я не слышу. Ну и сейчас говорю, что приходит уведомление, фото показываю. Фото. Черно-белое фото. Приходит фото сразу же мне. Широкий угол. Ну, через интернет все работает нормально. Адекватное приложение. Так, далее. Ходил я туда-сюда. Но сейчас уже, надеюсь, стемнеет, перейдет в черно-белый режим. В черно-белый перешел. Отличная картинка. То есть этого светодиода там один он или два. Хватает их. Вот я даже в камеру смотрю. Блин, видно даже луч какой исходит. Камера, которая уличная, видит этот видеозвонок, и также в ВК режиме она видит подсветку его. Блин, прямо такой луч исходит. Если вдруг в подъезде у тебя он будет стоять на лестничной площадке и там есть освещение, то он будет постоянно в дневном режиме работать, в цветном, он не будет переходить в ночь. Вдруг у тебя там пропадание света, то все, то вот он будет в таком вот режиме работать. В режиме ожидания он вообще невидимый, отключено все у него. А вот когда человек будет ходить, то точку красную он, возможно, будет видеть, что ИК светодиод светит. Ну а вот камера будет, звонок его будет видеть очень таки хорошо в черно-белом режиме и с незасвеченным лицом. Могу только посоветовать. Такое устройство очень таки классное, понравилось, очень многофункциональное. Приложение также очень классное, с разной аналитикой. Ну и вот как устройство, что это и камера, и звонок, и удаленно можно контролировать все и переговариваться. Кстати, очень классно. И там, что еще заметил, в настройках можно громкость динамика поднять до 100%, по заводу стоит 70%. То есть можно громкость еще увеличить, если вот как у меня в шумном месте он установлен. На сегодня все. Кому интересен в Украине, продам тебе его по цене AliExpress, будешь пользоваться. Всем удачи, до следующих видео. Подпишитесь на канал. В дороге много еще чего интересного. И в Telegram также заходите, там с вами на связи.